Мои пирожки готовы. Посмотрите, какие получились красавчики. Они увеличились еще в размере. Видите, какая красота. Такие пирожищи, а не пирожки, получились. Здоровячки. Всем привет! Вы на канале Танина кухня. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные пирожки с рисом, яйцом и луком. Сначала я приготовлю опару для будущего теста. Здесь у меня молоко комнатной температуры, прессованные дрожжи. Вы можете взять также сухие дрожжи, или те, которые вы любите, с которыми вы привыкли работать. Сюда же добавляю сахар. Добавляю несколько ложек муки. Это вся мука, которая пойдет на приготовление теста. Из этой массы я беру несколько ложек муки и добавляю в опару. Консистенция должна быть как у сметаны. Вот такая у меня опара. Больше не буду добавлять муки. Затягиваю пленкой или накрываю пакетом и оставляю растаиваться примерно на 40 минут или на час. Она должна увеличиться в несколько раз. И когда уже будет опускаться, тогда она готова, и можно использовать ее для приготовления теста. Оставляю опару на расстойку. За это время можно приготовить начинку для будущих пирожков. Отварить яйца, отварить рис и приготовить зеленый лук. Прошло 45 минут. Посмотрите, какая опара. Она уже готова. Увеличилась в размере и уже стала опускаться. Сейчас буду замешивать тесто. Добавляю сюда яйца и осторожненько вымешиваю. Частями добавляю муку и вымешиваю тесто. В самом конце добавляем растительное масло и вымешиваем. Масло я тоже добавляю частями. И сейчас добавлю соль на этом этапе. Я вымесила тесто, оно получается вот такое, достаточно мягкое, очень мягкое, липнет к рукам. Смазываю руки растительным маслом. Миску я тоже смазала растительным маслом. Выкладываю туда тесто на расстойку. Оно полежит и стабилизируется. Накрываю пленкой и оставляю еще примерно на 40 минут, чтобы оно у нас отстоялось. Увеличилась в размере. Оставляю просто на кухонной поверхности, просто в кухне, никуда не убираю, потому что дома сейчас уже достаточно тепло, и для него это нормальная комфортная температура. Для начинки мне понадобится яйцо отварное, рис, зеленый лук, растопленное сливочное масло и соль. Нарезаем яйца, лук. Выкладываем все в миску и перемешиваем. Солим нашу начинку и заправляем маслом. Начинку я отставляю пока в сторону, она немножко настоится. Посмотрю, что с моим тестом. Смотрите, прошел час. Тесто вот так увеличилось в объеме. Все, оно готово. Можно с ним уже работать. Сейчас я посмотрю, какой у меня вес теста, и примерно рассчитаю количество пирожков. Обминаю его. Вот почти килограмм. Прежде чем приступить к формовке пирожков, включаем духовку на 180 градусов. Начинки я кладу всегда побольше. Я люблю, когда начинки много. Хорошенько защипываем и кладем его швом вниз. Противень я застелила пергаментом и выкладываю вот так. И таким образом поступаем со всеми
пирожками. Видите, тесто отличное. Даже мне не понадобилась скалка. Можно и раскатать, конечно. Можно просто растянуть пальцами. Защипываем хорошенько. Можно также руки маслом смазать или немножко припылить мукой, чтобы шов у нас не расходился. Друзья, я закончила формовать свои пирожки. Посмотрите, какие они получились. У меня получилось 15 штук. Вот на противне у меня помещается 12. Ну и 3 у меня не влезли. Такие хорошие по размеру пирожки. Я их оставляю еще примерно на 15-20 минут, чтобы тесто подошло. Оставляем на отлежку. У меня был килограмм теста. Я формовала пирожки из расчета примерно 65-70 грамм на один пирожок. В общем, когда будете работать с этим тестом, уже исходите из своих приоритетов, из того, что вам нравится. Можно брать побольше, где-то 80 грамм теста на пирожок. Ну, тогда тесто будет побольше, соответственно, в пирожке. Я люблю, когда много начинки и тоненькое тесто. Ну все, оставляю на 15 минут. Потом мы смажем их яйцом и отправим в духовку. Прошло 15 минут. Посмотрите, пирожки отстоялись. Вот такие стали красавчики. Сейчас я их смажу яйцом и отправлю выпекаться, и они станут еще более красивыми. Здесь у меня немножко кунжутных семечек. Я присыплю пирожки для красоты. Отправляю свои пирожки выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, режим вверх-вниз, примерно на 15-20 минут. Смотрите по своей духовке, как она у вас работает. Мои пирожки готовы. Посмотрите, какие получились красавчики. Они увеличились еще в размере. Видите, какая красота. Такие пирожищи, а не пирожки, получились. Здоровячки. Сейчас я попробую разломить пирожок, он, правда, еще очень-очень горячий, и показать вам, какое тесто, какая начинка. Ай, горячо. Посмотрите, посмотрите, какая красота, какое нежное, пушистое тесто получилось. При том, что вы помните, как я тоненько их раскатывала, растягивала тесто. И вот оно еще поднялось. И его, в принципе, здесь достаточно. Ну, для меня, я люблю так. Зеленый лук, яйцо. Посмотрите, какая красота, какие краски. Весенние замечательные пирожки. Вот такая красота получилась сегодня у меня. Приготовьте обязательно, я уверена, у вас все получится. Спасибо, что были со мной на канале Танина Кухня. Пока-пока!